Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о двух книгах, которые я заказывала еще летом. Первую книгу я брала для себя, называется она очень загадочно «Укрощение амигдалы». И написано для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, свести к минимуму стресс, улучшить память и вести насыщенную жизнь. Автор книги – нейрофизиолог Джон Арден, уже написавший 12 книг. Скажу честно, эта книга не из тех, которые читаются на одном дыхании. Это не роман, а больше научная литература, в которой встречается немало специфических терминов. Конечно, автор пытается перевести научный язык на нормальный человеческий, и это ему удается, но все же придется немного напрячься, чтобы переварить информацию. Больше всего в книге мне понравились описания реальных историй людей, которым автор помогал справиться с проблемами. Истории очень живые, запоминающиеся и поучительные. Когда я впервые открыла содержание книги, то больше всего меня заинтересовала глава «Развитие памяти», и именно ее я прочла первой. Как и большинство людей, я считаю свою память очень далекой от совершенства и хочу ее улучшить. Кроме того, мне хочется помочь моим студентам, которые часто жалуются на то, что не могут запомнить или вспомнить выученные немецкие слова. Итак, что же интересного мы можем узнать из книги на тему улучшения памяти? Во-первых, то, что на качество памяти влияет очень много факторов. То, как питается человек, высыпается ли он, достаточно ли он двигается. Поэтому первый совет автора – начинать не с техник памяти, а с улучшения режима дня и питания. И, кстати, я с ним абсолютно согласна. Очень важно сбалансированно питаться, высыпаться, давать организму минимальную физическую нагрузку. И когда режим дня и качество питания налажены, можно переходить непосредственно к техникам запоминания. Автор рассказывает о моих любимых мнемотехниках, с которыми я вас уже знакомила в своих давнишних видео. Например, есть Локи-метод, при использовании которого вы кодируете то, что хотите запомнить при помощи конкретных мест. Этот метод можно использовать, к примеру, для запоминания рода немецких слов. Мысленно разместите слова одного рода в одном конкретном месте, например, слова женского рода в знакомом торговом центре. И таким образом вы должны запомнить, что эти слова, они являются они являются существительными женского рода, потому что размещены в месте, которое у вас ассоциируется с женским родом. Как я уже говорила, в своей книге автор рассказывает не только о памяти, но и о том, как наладить свою жизнь в принципе. Мне очень понравилось, что он уделяет внимание такой важной теме, как забота. Автор рассказывает о том, как забота или ее отсутствие влияют на жизнь ребенка и в последующем взрослого и приводит результаты экспериментов. Я еще не прочитала книгу целиком, но судя по тому, что уже успела узнать, информация очень ценная и будет интересна людям, которые занимаются саморазвитием. И сегодня я хочу рассказать еще об одной книге, которую я заказывала для своего мужа. Он увлекается фотографией и видеосъемками. Название книги «В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии». Автор этой книги – всемирно известный преподаватель фотоискусства Брайан Петерсон, который считает, что креативность не дается с рождения, ей можно научиться. Именно о том, как делать небанальные креативные фотографии, автор и рассказывает. В книге есть описание всех основных техник, которые помогут создавать оригинальные снимки. Книга читается легко, я ее тоже частично почитала. Благодаря тому, что автор приводит немало примеров из своей собственной жизни и использует простой, обычный дружеский язык, вот книга читается легко. Здесь вы найдете большое количество очень интересных, красивых фотографий, на примере которых автор показывает, как объясняет подробно техники, благодаря которым снимки получаются удачными. Есть забавные фотографии, есть очень красивые фотографии. Их очень интересно рассматривать, даже если
ты сам не фотографируешь, а просто любишь красивые картинки. Судя по аннотации, эта книга будет интересна как новичкам, так и профессионалам. Ну, я абсолютно новичок и могу сказать, что мне очень интересно. Книга замечательная. Спасибо за ваше внимание и до скорой встречи!